Друзья, всем привет! Вы на канале Power Device. Ко мне на обзор попал вот такой интересный аппарат. Называется он Oscal Marine 2. Это бюджетный суббренд компании Blackview, и я взял его на обзор только потому, что в нем есть очень интересные функции. При этом данный телефон можно купить от 9 до 10 тысяч рублей. За эти деньги я считаю это реально достойный аппарат. Во-первых, друзья, это телефон не для того, чтобы просматривать различные тиктоки и так далее. Это скорее рабочий, неубиваемый и непотопляемый телефон с емкостью батареи 11 тысяч мАч. Сразу отмечу, что этот телефон имеет функцию пауэрбанка, но для этого вам нужно вот такой провод, у которого на двух концах USB Type-C. Но у данного телефона в комплектации обычный кабель, вот такой. Также в комплекте идет зарядник с максимальной мощностью 18 Вт. Еще в коробке вы найдете вот такой шнурок с карабином. Данный аппарат оснащается 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 встроенной. Также есть отдельный разъем для карты памяти. В данный лоток можно поместить 2 нано-сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти. В телефоне присутствует NFC, фронтальная камера на 8 мегапикселей, основная на 16. Телефон оснащается процессором Tiger T615 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц. Корпус у него выполнен из очень жесткой и толстой резины, так что при падении она однозначно защитит. Также я погружал этот телефон в воду на некоторое время, после чего тестировал, воду он абсолютно не чувствует. Отмечу даже такой момент: некоторые телефоны, которые не боятся воды, после погружения у них начинает хрипеть динамик. Данный же телефон даже не начал хрипеть, то есть у него очень хорошая защита динамика. Кстати, он работает на 15-м андроиде, но также здесь добавлено много интересных функций. Например, у данного телефона есть светодиодный индикатор. Смотрите, если я зайду в настройки, светодиод, здесь я могу активировать индикатор, когда у меня, например, мало зарядки, либо на уведомления. Есть функция улучшенное отображение видео, если мы ее включаем, вот в этих приложениях будет улучшаться картинка. Поддерживаются не только эти приложения, просто некоторые здесь не установлены. Если мы зайдем во вкладку «Экран», «Плавный экран», здесь мы можем активировать 90 Гц. Этот телефон поддерживает такую частоту. Обои и персонализация. В этой оболочке также присутствуют живые обои. Звук здесь очень громкий, не знаю, как передастся на камеру. Послушайте. Умная кнопка. Это кнопка, которая находится слева. Здесь можно выставлять одиночное нажатие, двойное, либо длительное. И на каждое из этих нажатий можно выставлять следующее: запись экрана, фонарик, снимок экрана, запуск подводной камеры и так далее. Также с помощью этой кнопки можно открывать любое приложение, если его установить. Есть функция боковой панели. Вот она. Сюда можно добавить любое приложение, которое вы захотите. Также если здесь мы нажмем шестеренку и поставим вот эти галочки, тогда к боковой панели мы сможем подключить вот такие инструменты. Это погода, компас и равномер. В дополнительных функциях есть режим в перчатках. Если активировать эту галочку, экран станет более чувствительным и начнет воспринимать нажатие в перчатках. Например, это полезно для зимы. Также в дополнительных настройках есть следующая функция, вот она. Если эта галочка включена, система автоматически снимает и очищает неиспользуемые задачи. Здесь же есть очистка динамика. Это если телефон после воды у вас начал хрипеть. Это нормальная ситуация. Просто включаем очистку динамика, и защитная мембрана очищается. Если зайти в раздел «Батарея», можно включить режим производительности. Он увеличит частоту основного процессора и графического. Например, его можно включать, когда вы играете в какие-то игры. Кстати, игру PUBG данный телефон вполне тянет. Как я говорил, в этой оболочке очень много интересных функций. Например, защита зарядки. В описании здесь сказано: чтобы продлить срок службы батареи, система приостанавливает зарядку, когда батарея заряжена чуть более чем на 80%. А вот нижней галочкой вы можете выставить уровень заряда, например, 70, 80 или 90%. Теперь больше этого уровня телефон не зарядится. Также, если у вас этот телефон уже на руках,
Советую в разделе батареи заходить в менеджер батареи и активировать эту галочку. Тогда оболочка будет выявлять приложения, которые больше всего расходуют заряд. При этом телефон выдаст вам уведомление, какие приложения стоит отключить. Кстати, компания Blackview заявляет, что этот телефон будет иметь хорошую поддержку обновлений по воздуху. Считаю, что это действительно интересный аппарат за такие деньги. Ссылку на покупку этого телефона оставлю в описании под этим роликом. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Всем пока!